Установка VMware Workstation 12 Pro. Добавление виртуальной машины Windows Server 2012 R2. Программу VMware Workstation 12 Pro можно скачать с официального сайта производителя. После того, как файл скачан, запускаем установщик программы. Открывается окно приветствия мастера установки. Нажимаем «Далее», «Next». Во втором окне лицензионное соглашение. Раз это соглашение, соглашаемся с ним, ставим галочку, нажимаем «Далее». В третьем окне можно изменить путь, куда будет установлена программа. Также здесь можно установить функцию «Усовершенствованный драйвер клавиатуры». Для этого машина перезагрузится, а сама функция требует 10 мегабайт. Далее нам предлагается установить функции проверки обновлений программы при каждой ее загрузке, а также помочь в улучшении программы VMware посредством анонимной отсылки информации и статистики о работе программы. Я эти галочки снимаю. В пятом окне предлагают разместить иконки на рабочем столе и в меню «Старт» операционной системы. Шестое окно. Это последнее предупреждение перед запуском установки программы. На этом шаге еще все можно изменить. Нажимаем кнопку «Install». Начинается процесс установки. После установки высвечивается последний экран, на котором предлагается либо ввести серийный номер, который вы получили при покупке лицензии, или завершить установку. При этом программа будет использоваться в течение 30 дней в пробном режиме. Нажимаю кнопку «Лицензия», ввожу серийный номер. Нажимаем кнопку «Финиш». Установка завершена. Перед первым запуском программы предлагаю ее русифицировать. Для этого запускаем мастер локализации. Здесь все просто. Если мы не меняем пути установки программы, оставляем пути распаковки языкового пакета по умолчанию. Или меняем на путь, куда был установлен VMware Workstation. На этом установка программы виртуализации VMware Workstation 12 Pro завершена. Теперь переходим к добавлению и настройке первой виртуальной машины. В нашем случае мы будем устанавливать в виртуальной машине операционную систему Windows Server Standard Edition Volume License. Для работы с виртуальными машинами необходимо в BIOS включить поддержку виртуализации. В архитектуре Intel это технология Intel VT, в архитектуре AMD это AMD V. Будем считать, что у вас это расширение включено. Запускаем VMware Workstation. Иконка расположена на рабочем столе. В главном окне трудно не заметить квадрат плюс. Создать новую виртуальную машину. Запускается мастер создания виртуальной машины. В первом окне я выбираю пункт «Выборочный метод установки», для того, чтобы показать все доступные пункты настройки виртуальной машины. В следующем окне мы видим ограничения по аппаратному обеспечению. Нажимаем «Далее». В следующем окне выбираю пункт «Я установлю операционную систему позже», то есть виртуальная машина будет создаваться с пустого жесткого диска. Выбираем тип и версию гостевой операционной системы. Даем вразумительное название виртуальной машине и указываем путь, где будет физически находиться файлы виртуальной машины. Выбираю тип загрузочного устройства виртуальной машины BIOS. Указываю количество процессоров и ядер для этой виртуальной машины. Задаю размер оперативной памяти виртуальной машины 1 гигабайт.
Тип сети задаю NAT. Таким образом виртуальную машину будет видно в подсети. Выбираю рекомендуемый контроллер ввода-вывода и рекомендуемый тип жесткого диска. Далее выбираю создание нового виртуального диска. При этом мне дадут выбрать размер виртуального диска и как его хранить. Одним файлом или разбивать на куски. Если разбить на куски, то виртуальную машину легче будет перенести на другой компьютер. При этом снизится производительность, если диск очень большой. В следующем окне можно изменить название файла диска. Ну и на заключительном экране мастера установки показаны все параметры создаваемой виртуальной машины. Можно нажать кнопку «Настройка оборудования» и что-то изменить в параметрах. Я укажу образ установочного диска операционной системы Windows Server 2012. Нажимаем кнопку «Готово». Виртуальная машина создана. При первом запуске виртуальной машины происходит запуск установки операционной системы. Кстати, служебную панель виртуальной машины можно сделать плавающей, чтобы она не мешала. На первом экране установки сервера выбираем устанавливаемый язык интерфейса, национальный формат времени и денежных единиц, раскладка клавиатуры по умолчанию. Нажимаем «Установить». Далее выбираем тип операционной системы, которую устанавливаем. Я выбираю тип стандарт с графическим интерфейсом. На следующем этапе соглашаемся с лицензионным соглашением и нажимаем кнопку «Далее». Теперь выбираем полную установку. Мы видим чистый диск виртуальной машины, создаем логический раздел, куда будет установлена операционная система. Далее от нас ничего не зависит, происходит установка. Задаем пароль для администратора сервера. Пароль должен быть достаточно сложным. Видим стартовый экран установленного сервера. Кстати, вместо Ctrl-Alt-Delete в виртуальной машине действует сочетание клавиш Ctrl-Alt-Insert. Вводим пароль администратора на вход, тот самый, который придумали и задали в параметрах. Происходит первичная настройка параметров служб и рабочего стола.
Все, сервер установлен и запущен. Как и положено для порядочного сервера, при запуске включается диспетчер серверов. В нем мы будем настраивать роли. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем привет!